Добрый день, мои дорогие! Вы на канале Пайперсу. Некоторые из вас писали, что скучают по моему голосу. Это было приятно читать. Поэтому вот разговорное видео, которое я задумывала еще 2 месяца назад, но готова показать лишь сейчас. И сегодня я бы хотела поговорить о моем начале пути в качестве создателя мем-анимаций, ну или же аниматиков, если вам удобнее. Недавно у канала было день рождения, нам исполнился годик, и интересно увидеть, как же подрос мой скилл за время существования канала. И поэтому перейдем к самой первой анимации. Ох, минуточку, а что же это? Неужели это мем, который я выпустила еще аж в 2018 году и который успела посмотреть только 200 человек до того, как я его заблокировала? Все верно. Мой путь начался не с Андерласт мема. Все произошло еще в далеком 2017. Друг показал мне то, что на просторах интернета люди рисуют картинки и анимируют их в специальных программах. Вы бы знали, как у меня перевернулся тогда мир. Ведь такие же дети, как я, могут делать то, о чем я мечтала. А именно перенос всех моих мыслей в формат видео, чтобы другие люди знали, что я вижу при прослушивании музыки. И тогда втайне от других я стала делать свои первые работы. Втайне, потому что мне запрещали этим заниматься. Да, было такое время, что поделать. Но единственный, кто знал о моем увлечении, это мой папа. И он меня поддержал и помог. Он скачал для меня на телефон мою первую программу для анимации, а именно Flippa-Clip. И вот, я сделала его, мой самый первый анимационный мем. И это даже не это видео, до него мы дойдем чуть позже. Приятного просмотра моей первой работы. Сейчас вкратце постараюсь рассказать о своих эмоциях к этой анимации и несколько фактов о ней. Была создана эта работа в 2018, а значит, эта анимация уже исполнилась 3 года. И по мне, за это недолгое время мои анимации кардинально поменялись. И я сейчас не про стиль рисовки. Да, он разный, но мне больше отличие нравится в том, что в этой работе первые 15 секунд это лишь текст. Те, кто смотрели мои новые анимации, знают, что я люблю начинать сразу с сочных кадров, а текст вставляю очень редко. А в то старое время я смотрела на работу других аниматоров и старалась повторять все их каноны. Как канон с текстом в начале, так и канон зацикливания кадров. Сейчас я стараюсь себе такого не позволять, наверное. Ну и как факт скажу, что данный персонаж был раньше моим олицетворением. Теперь вы тоже можете сравнить отличие моего Оса-канала от того, который был раньше. И смотря на эту анимацию, могу сказать одно. Я ее люблю. Она не путевая, скетчевая, но она родная. Пустила слезу за кадром от того, что рада была ее найти, ведь немного я смогла сохранить. Ну а сейчас перейдем к следующей работе. Это хоть и не мем-анимация, но зато близко к анимации. Мне нравился Flippa-Clip тем, что я обязана в нем была рисовать все кадры заново, а не заниматься деформацией кадров, как я делаю это сейчас. И, кстати, этот персонаж также является моим осом. И просто хочу похвастаться тем, что я недавно сделала на него редряв. Но мы еще увидим его в другой работе. А сейчас посмотрим на мою первую работу в цвете и в лайне.
за эту работу мне немножко стыдно. Эти несуразные покачивания головой. Но я бы похвалила себя. Я уже тогда перестала делать текст в начале видео. Хотя цикличность еще присутствует. И если что, я не против цикличности. Я иногда сама залипаю на цикличные мемы от других аниматоров. Например, от мема «Абсолютная территория» от Daily Fluff. Хочу в будущем сама сделать этот мем. И говоря о моей мем-анимации, я бы хотела пожать руку маленькой мне за выбор палитры для персонажа. Вот эти кадры точно меня порадовали. Посмотрите, какая вкусная пастельная капустка. Но, однако, аккуратно работу я, видно, не хотела делать. А сейчас нас ждет тот самый единственный старый мем, который я выложила на YouTube. Я буду нервно сейчас смеяться в сторонке. Эта анимация хороша, но хороша для маленькой меня, которая скорее бежала выкладывать ее на YouTube. Я помню, что сделала эту работу всего за пару часов, ведь делала я ее для одного реакционера с YouTube. Он сделал пост о том, что будет смотреть анимации подписчиков, и здесь у меня в голове щелкнуло, что я могу увидеть реакцию на себя. Но дедлайн был лишь до вечера, и я бегом за пару часов склеила вот эти кадры, научилась заливать видео на YouTube и придумала название для канала. А именно Пайпер Су, в честь Папер Джема. Да, мне уже тогда нравился этот персонаж. А Су – это сокращение от моей фамилии. В ту реакцию я все же не попала. Но ничего страшного, ведь недавно я попала в реакцию Хэллоуиз. Спасибо за реакцию. А что скажу про мем? Ну, конечно, это не анимация. Я не понимаю, почему Флиппа-клип мне позволил заниматься такой деформацией. Но зато работа в цвете, работа в лайне. Она долго висела у меня на канале до того времени, пока я серьезно не занялась ютубом. И теперь переходим еще к одной работе. I can almost feel the tick like clockwork, hearing all the voices in my head. Each time I go, there's a game they play that I'm not part of, staring at the weaknesses and all the false things. Мне интересно, я могу просто сказать, что мне эта работа не нравится, и перейти к следующей? Ну что ж, может, подберу пару слов. В этой анимации тот самый персонаж, который был пару видео назад. Да, он у меня менялся по некоторым причинам, и эта работа с ним безумно неаккуратная. Я думаю, мне тогда нравились эти кадры, я с любовью относилась к этому персонажу, и покрас меня все еще радует, особенно у моей овечки. Но с движениями я работала тогда ужасно. В отличие от следующей моей работы, которую я до безумия все еще люблю. Не знаю даже, понравилась ли эта анимация вам, но мне определенно. Она стала ключевой работой среди всех других моих анимаций. Это покадровая работа в стиле старых мемов, когда любили цикличность и грусть своих персонажей. Конечно, покадровка не везде плавная, но все это было выполнено с любовью и некой надеждой на что-то хорошее. И самый ключевой момент – это этот вздох. Я была поражена тем, как у меня это хорошо вышло, отчего у меня пошла мода на вздохи персонажей во всех моих других анимациях. Эта работа была лучшей и стала последней для меня в том 2018-м. Все по двум причинам.
Первое это то, что мой канал обнаружили мои знакомые, и это немного травмировало меня. Ведь, как я и говорила, некоторые были против моего увлечения. Я не теряла надежду после этого и сделала этот самый последний мем. Но флипоклип никак не мог залить его на YouTube. Могу сказать, что это лишь часть той анимации, которая была изначально. Да, из-за проблем флипоклип у меня не сохранилось начало этой работы. И это стало еще одной небольшой травмой. Надежда была потеряна, и я забросила это дело. Некоторые анимации сейчас навсегда утеряны. 3 работы я точно помню. Они были сделаны по оригинальному Undertale. Но, видно, тогда я не пожалела свой труд и все удалила. Печально. Это была черная полоса в моем пути, как мем-аниматора. Но я смогла вернуться в это дело. И теперь я каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслью о том, что мне предстоит сделать еще много работы, которая будет вдохновлять и радовать вас. Я хочу делиться с вами моими задумками, мечтами и собственными мирами. Надеюсь, вы также будете оставаться со мной дальше на этом канале. И в конце, по традиции, арты от вас. Спасибо за все эти прекрасные работы. Ох, и еще. Сегодня 10 ноября. Мое день рождения. Буду рада поздравлению в виде маленького комментария. Так я даже смогу узнать, что вы досмотрели до этого момента. А теперь спасибо за просмотр и хорошего дня, мои дорогие.